В октябре 2017 года Лисушин пробудилась, погрузившись в глубокий диалог с Ракшей. В этой встрече открылось важнейшее прошлое, внутренняя вражда, потрясшая Шиксал 500 лет назад. Ожесточенная война между Отто Апокалипсисом и его сестрой Рисой Шариак за абсолютное господство. Отто вышел победителем, став главой через 14 лет после гибели Каллен. Решив помочь Ракше исполнить эту мечту, воскресить кого-то, Лисушин пообещала вмешаться, не рискуя собственной жизнью, выступая в роли наблюдателя и участвуя лишь по мере необходимости. Отто был благодарен ей за сотрудничество, но предупредил о последствиях реализации плана для многих жизней, заверив, что это не коснется Лисушин, у которой есть невыполненные обещания. Тем временем на Гиперионе Фухуа делилась с Эйнштейн воспоминаниями, возвращаясь на 60 лет назад. Принимая ванну, Фухуа размышляла о Хершере сознания. Позже она беседовала с Терезой Апокалипсис, которая, похоже, мучилась экзистенциальными дилеммами под влиянием наследия своего деда. Несмотря на нынешний образ Отто, ее дед в прошлом совершал добрые дела, исцелял больных, усыновил сироту, сверг деспотический режим. Однако беседу прервали Эйнштейн и Вельт, попросив их посмотреть новости на канале Шиксал. Успехи в борьбе с Ханкаем обнадеживали, но неожиданная отставка Отто Апокалипсиса со своего поста привела всех в замешательство. Он оставлял место для новых поколений, и это неожиданное решение вызвало вопросы у героинь. Однако впереди ждали новые сюрпризы, приглашение от Шиксал отправиться в Вену, где они обнаружили ядро Хершера господства. Они приняли приглашение, хотя и с предостережением от возможной ловушки. Готовясь к прибытию команды Гипериона, Тереза побеседовала с каждым членом команды, предупредив о возможной ловушке и необходимости соблюдать осторожность, доверяя Шиксал. Во время этих бесед Киана рассказала, что видела в воспоминаниях Камня Скорости о ситуации с ее сестрой, что говорит о том, что прежней Кианы больше нет в этом мире, предполагая либо ее смерть, либо нахождение в другом измерении. Тем временем Тесла поддерживала связь с Отто, а Тереза тренировалась с другими членами команды в преддверии предстоящих событий. Гиперион прибыл в Колостен, бывшую резиденцию Шиксал, где их встретила Дюрандал, посланная Отто для сопровождения их миссии. Дюрандал раскрыла подсказки о местонахождении ядра Хершера господства, полученного Отто во время исследования театра господства. Несмотря на первоначальное недоверие, они решили довериться Дюрандал, когда увидели ее самостоятельность в принятии решений. Исследуя город на предмет аномалий, Тереза, Тесла и Дюрандал услышали голос, зовущий на помощь, и, к своему удивлению, обнаружили, что это голос Отто Апокалипсиса, хотя и не того, которого они знали. Этот Отто, похоже, сохранил то же сознание, что и Отто до того, как он стал главой 500 лет назад. Хотя Тесла была разгневана будущими действиями Отто, он казался искренним в своих намерениях. Возникли вопросы: был ли он путешественником во времени или просто Отто вел себя по-другому? Через него были протянуты нити Хершера господства, что наводило на мысль о связи с Отто нынешним. Они решили проанализировать его и держать поблизости, продолжая поиск улик в городе. Они сообщили о ситуации на Гиперион и, заручившись поддержкой Нагамицу, большой поклонницы Теслы, попытались разгадать разворачивающуюся перед ними тайну. Обнаружив поблизости сигнал, команда решила направиться к церкви. Киана и Фухуа присоединились к исследованию, руководствуясь солидарностью между Шиксал и антиэнтропией. Фухуа присматривала за Кианой в случае чего и выразила желание, чтобы Киана присоединилась к команде, чтобы укрепить их связь. Тем временем Тереза, Тесла и Дюрандал вернулись на Гиперион, чтобы обсудить ситуацию с Эйнштейн, Кианой и Нагамицу. Эйнштейн, основываясь на опыте экспериментов Отто, предположила, что смотритель может намереваться путешествовать во времени. Однако Тесла утверждала, что это невозможно. Нагамицу использовала для объяснения теории аналогию с сервером онлайновой видеоигры. Новые учетные записи подобны пузырям миров, каждый из которых имеет различные исходы, основанные на различных вариантах выбора, и ни один из них не является главным. Все пытались понять эту теорию, признавая, что пока это только предположение, и нужно продолжать искать ядро 10-го Хершера.
Группа отправилась в город, исследовала несколько мест и пришла к тому, которое Дюрандал определила как бывший дом Фухуа. В этот момент по общедоступному каналу связи им позвонила Эмбер, секретарь Отто. Она сообщила, что Отто и Рита нашли ядро Хершера господства. Эта новость удивила всех, особенно Дюрандал, которая считала, что Рита отправилась на задание к мировому змею. Эмбер также сообщила, что Отто нужна помощь Терезы, Дюрандал и другого Отто, которого они нашли. Киана из предосторожности оставалась рядом. Они прибыли в церковь, где Отто прошлого вспоминал о вере людей в святую деву Каллен Каслану. Отто пригласил девушек в церковь, чтобы начать обряд. Но, к своему удивлению, он приказал Рите уничтожить Отто из прошлого. Этот поступок ошеломил всех, и Отто объяснил, что этот Отто из прошлого не путешественник во времени, а одно из его многочисленных тел Солиума. Откровения Отто просто невероятны. Оказывается, благодаря театру доминирования и двухму божественному ключу он обнаружил местонахождение 999 ядер Хершера господства. После поражения его главное ядро было спрятано в воображаемом пространстве, что крайне затрудняло его отслеживание. Чтобы поймать его в ловушку, он использовал принцип одержимости, контролируя психически неустойчивых людей и создавая свою копию с воспоминаниями 500-летней давности, когда он был наиболее уязвим. Таким образом, ядро овладевало им, и он ликвидировал себя, радикальный метод, которому девушки не могли противостоять, зная, что Отто всегда готов пожертвовать даже собой ради своей цели. Наконец, собрав 1000 ядер, он получил камень 10-го Хершера и перед уходом передал его Терезе. Он заявил, что его решение покинуть Шиксал было искренним, так как он планировал отправиться в долгое путешествие на другой конец света. Группа была озадачена происходящим, но решила вернуться на Гиперион вместе с Дюрандал и Ритой. На обратном пути Рита рассказала группе, что с ней связались в середине ее миссии, что говорит о том, что у Отто были серьезные планы, даже если они касались устранения его копии. Это заставило Риту заподозрить, что окончательный план Отто уже близок, и в него будет вовлечено множество людей. И Нагамицу, и Рита подозревают, что Отто придумал, как оживлять мертвых, и даже поднимают вопрос о возможности вернуть Каллен. Сюжет становится еще более интригующим. Ух, как много всего происходит по всем направлениям. В побочных миссиях Сюзанна поручает задания Киане и Фухуа, которые исследуют старый дом Фухуа в Колостене, за которым наблюдает Ли Сушин. Тем временем Тереза, Тесла и Дюрандал обнаруживают сувенир, оставленный Рианной Бригантией, предыдущей владелицей 6-го божественного ключа. К своему удивлению, Эмбер оказывается клоном Каллен и стремится узнать больше о своей предшественнице. В основном сюжете Эйнштейн и Тесла анализируют ядро 10-го Хершера и обнаруживают, что ядра новой эры отличаются. Ядра прошлой эры не могут превращать других в Хершера после извлечения, а новой эры могут, как, например, в случае Вельта Джаиса, Вельта Янга и Брони. Они решают пробудить ядро, используя энергию Ханкай с помощью Кианы и Брони. В ожидании Киана дружески беседует с Дюрандал, понимая мотивы ее поступков и осознавая, что мотивы людей не всегда просты. Тем временем Броня и Рита обсуждают трудные решения и элегантность в бою, делятся размышлениями о своих поступках и верности. Позже эксперимент с 10-м ядром Хершера проходит успешно, но все прерывает звонок Отто, который резко извиняется и дает Рите и Дюрандал последнее задание перед тем, как покинуть Шиксал на следующий день. В разговоре с Ли Сушанг с Дюрандал и Ритой она рассказывает о своем пробуждении, запланированном Отто 500 лет назад. Хотя Ли Сушин и встала на сторону Отто, она не будет вмешиваться, если Рита или Дюрандал решат остановить его. Позже Отто объясняет свой генеральный план по управлению течением времени с помощью воображаемого дерева, и этот план ставит всех в тупик. Тем временем на корабле Гиперион Эйнштейн и Тесла обнаруживают, что сила ядра не исчезла, а была украдена смотрителем Шиксал. В этот момент к ним приближаются легионы Отто, что еще больше усложняет ситуацию, а сюрпризы и осложнения становятся все хуже и хуже. Всем большое спасибо за просмотр.
Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали, поставьте лайк и посмотрите другие видео на моем канале. До встречи в других видео.